большой, очень древний, великий народ, с очень многогранной, интересной историей, которая оказала влияние не только на Кавказ, но и на Российскую империю, на Османскую империю. Их этикет, благородство известны всему миру. Вот здесь хочу сказать одну вещь, очень актуальную по сей день, которая относится одинаково к адыгам, к абхазам, к осетинам, чеченам, дагестанцам, ну, ко всем народам Кавказа. В начале 20-го столетия выдающийся ученый из Турции, профессор Мед Иззет Паша Чунатова, который, кстати, писал так: я, говорит, отдыхаю 6 часов, служу, говорит, 8 часов, а все остальное посвящаю изучению истории Кавказа. Вот его слова очень, это я хочу просто привести. Следует признать, что черкесы несут свою долю ответственности за то, что не смогли продемонстрировать свое действительное значение как нации, так как ими не были окончательно собраны и изучены и распространены данные о своем языке, происхождении, национальных особенностях, традициях, мифах, национальной истории. Это было сказано свыше 100 лет тому назад. Но что хочу отметить, что, конечно, за это время была сделана очень большая работа, очень, но поскольку, самый элементарный пример приведу, мы сейчас идут суды, скажем, по римскому праву, по шариату и так далее. Но по нашему традиционному праву, я имею в виду народов Западного Кавказа, в частности адыгов, абхазов, который зачастую более справедлив, потому что оно имеет не тысячелетнюю, не двухтысячелетнюю историю, а имеет историю, которая уходит вглубь тысячелетий, не веков. И традиции, они шлифовались, формировались и дошли до нашего дня. Характерно с этим, я имею в виду скульптура, очень интересное небольшое нартское предание, записанное у адыгов о нартах, очень небольшое, но очень характерное, которое бьет прямо в сердце, в хорошем смысле слова. Как-то раз к мужественным нартам Бог прислал маленькую ласточку. Хотите ли вы, чтобы вы были хорошие, малочисленные, мало жили, но много славы имели, и о славе вашей рассказывали, и мужество ваше служило примером в веках? Спросила их ласточка. Или хотите, чтобы вас стало много, количественно умножились, вы бы ели, пили и жили бы долго без обид и славы? Тогда, не созывая хасы и недолго думая, нарты ответили: мы не хотим, как скот, много размножаться, мы хотим жить, имея человеческое достоинство. Если наша дорога коротка, пусть слава о нас будет велика. Так они выбрали быть малочисленными, жить мало, но совершать много мужества. И с этим ответом отослали маленькую ласточку к Богу. Их слава навечно осталась среди людей. Вот этот пример идеологического воспитания нации и народа любого представителя сыновей и дочерей Кавказа. Адыги с древнейших времен, подчеркиваю, жили бок о бок с абхазами. Зачастую, когда сравниваешь и по жизни, и по источникам, и по литературе, традиции, обычаи наши, они зачастую просто неразличимы. Настолько это близко. Вот у них адыга хабзе, у адыгов, это то же самое, что хабсура. Но самая трудность в том, что надо это соблюдать и внешне, но в первую очередь внутренне. Самое главное, когда человек внутренне себя может держать в руках, нравственно, то есть
мы называем это так, стержень нравственности должен в человеке сидеть. Вот это и есть основа нашего хабза, кябза, обычаев, традиций. Я хочу привести очень интересная вещь, которая записана об Доа Ауеса, предание о великом князе Инале. Инал-Ду, Инал Великий. Его могила находится в Псхун и почитается всеми абхазами, даже произносить нельзя это имя, по сей день, также и за перевалом, среди адыгов она известна. Почему он на это, его место священно стал священным, почему находится там именно? Вот Абдул Ауес еще давно, в 70-х годах, записал со слов Мусы Махова очень интересную легенду. Ну, я вам честно скажу, сам того, интуитивно я чувствовал, что это должно было быть так. Вот как рассказывал старый адык ученым. Суть ее такова. Это говорит о наших очень древних связях, не сегодняшних, не вчерашних. Кабарду когда-то земли адыгов захватили ференджи, то есть европейцы. А если на сегодняшний язык перевести, то генуэзцы. Долго воевал Инал с захватчиками, но никак. Освободил много территорий от земли адыгов, но оставались крепости, которые не мог захватить, что они очень сопротивлялись. Тогда в ту старину был такой обычай. Благородный рыцарский этикет. После окончания сражения военачальник приглашал главаря противника, то есть ференджи, к себе в шатер. И они садились вместе, могли пировать и так далее. И вот в один раз зашла в шатер супруга Инала. Она была абхазка, из рода Ачба. А мать, вот по этой легенде, у него была Чачба, у Инала самого. И она была, во всех отношениях была красавица, и помимо того была очень воспитана. Солнечный лик у нее. Ее красота задмила очи врага адыгов. И он говорит: я уступлю тебе крепость, если ты, говорит, вернешь мне, говорит, отдашь мне мою супругу, свою супругу. Инал потемнел и схватился за эфес сабли. В это время, они говорили на адыгском, в это время его супруга Инала заговорила на абхазском, которого гость враг не понимал. Инал говорит: послушай меня, надо освободить землю адыгов. Пускай я буду, говорит, жертвой. Но не забудь об одном, говорит. Земли наши частично заняты, то есть земли абхазов частично заняты врагами. Куржи пришли с востока, то есть грузины. И часть Абхазии была полонена. Ты должен отправить войско на помощь абхазам. Тут следует подчеркнуть, что в боях за освобождение земель адыгов абхазы воевали на стороне Инала под предводительством Ачба и Чачба, разные отряды. Инал задумался, посмотрел на нее и так, знак согласия, склонил голову. Ты, говорит, сегодня же очистишь земли адыгов и уйдешь, говорит, с ней. Они разошлись. Этот Ференджи, их предводитель, ушел с женой Инала. Они ушли за Кубань, освободили полностью землю адыгов. Но в то же время его старший сын с войском преградил им войско, преградил противнику дорогу и отбил свою мать, вернул ее обратно.
А Инал в тот же момент, ну вот буквально там, как говорится, 24 часа не прошло, они уже отправились с войском на помощь абхазам. Полностью освободили Абхазию, и как там выли грузинские хроники, что до Имеретии почистили. Не до Имеретии очистили всю Грузию, в общем. И видя, что с Иналом, с пришедшими адыгами на помощь абхазам не справиться, они пошли на свой традиционный, куржи пошли на свой традиционный маневр. Они пошли на перемирие, и в честь перемирия сыграли пир. На этом пиру они в рог подсыпали яд и отравили Инала. Такой был случай. В каком веке? Это было лет 500 назад. Да, 500 лет назад, если не больше. Его торжественно абхазы и адыги похоронили на месте святилища, достойно, как освободителя Абхазии и земель адыгов. И это место стало священным как и для абхазов, так и для адыгов. Вот такие вещи еще, когда даже я в школу не ходил, всегда слышал адыги ахадзе, абарда ахадзе, то есть герой кабардинец. Потом уже когда подрос, как говорится, наша традиционная культура, наш быт, предания многочисленные говорят о конкретных очень связях абхазской и адыгской культуры. И Налыпа, когда Шалва Денисович, наш великий ученый, когда ознакомился с работами адыгов, Кашнокова, Барасби, о традиционной культуре адыгов, об их этикете, и он оставил хорошую работу тоже об абхазском этикете. Там в одной из них говорится: я просто был поражен, говорит, насколько, говорит, сходна культура, говорит, обеих этносов, говорит, порой даже не различишь, где абхаз, где адыг. Вот здесь я хочу один очень такой интересный пример привести из истории, уже когда уже Кавказская война шла к закату, как говорится, встреча адыгов с командованием. И вот офицер пишет, который присутствовал там. В другой раз несколько стариков из враждебного нам племени, жившего вокруг укрепления, пришли на квартиру его начальника и, усевшись на диван, молчали. Прошло время, а начальник тщетно ожидал, чтобы старшины объявили причину своего посещения. Выведенный, наконец, из терпения упорным молчанием гостей, он сказал им: «Зачем вы пришли? Что вы молчите? Почему не объявите причину вашего прихода ко мне?» «У нас обычай», — возразил вставший один из стариков, «по которому, когда гость приходит в дом хозяина, то и он объявляет о причине своего прихода. Мы здесь хозяева с тех пор, как Бог дал нам эту землю, а вы гости, пришедшие недавно. Стало быть, иначе говорить следует тебе, а не нам». Вот такой образец нашей психологии. Вот так нужно вести себя, как достойный хозяева, понимаете? Вот я обращаюсь ко всем, не только к адыгам, к абхазам, ко всем. Когда ты ведешь себя достойно, любой даже противник будет относиться к тебе с уважением. Вот эпос, вот у нас общий эпос, правильно, нардский эпос, очень древний. Адыги издали многотомник в Абхазии, пока первый том вышел, тоже должен 7-томник выйти. Когда знакомишься с этими материалами, такая древняя структура, такая древняя культура, вот как говорится, как относит нас условно, говорю условно, к эпохе героев Гомера. И когда читаешь адыгский, я обычно люблю читать вслух такие вещи, сразу мне напоминает Илиаду и Одиссею. Адыгские, абхазские вещи. Очень. И притом
очень много точек общих соприкосновений. Я не говорю именно о сюжетах, это говорит об общности культуры. Общности культуры, об общем происхождении. Вот я вам привел пример Инала. Последний пример – это наша война. Ребята, которые пришли по зову крови. Кровь заговорила. Конечно, кровь заговорила. А некоторые сами пришли в начало войны. Рядом стали. И адыги, и кабардинцы, и чеченцы, и осетины. Они сопереживали нашу боль, понимаете? Вот мы должны научиться сопереживать нашу общую радость и наши общие, как говорится, когда бывают какие-то затруднения. И самое главное, вот я люблю это слово. Есть в абхазском языке слово, которое иногда не так интерпретируют. На гублыры есть такое слово, абхазцы меня поймут. То есть огнеёга, огонь сердца. Нужно ко всему относиться вот именно сердцем. И тогда мы гораздо легче поймем друг друга, чаще будем улыбаться, и чаще просто мы поймем, что наша миссия, наша цель не только сохранить этнос, это в первую очередь, но нести нашу культуру и достоинство всему человечеству. Кавказцев. Кавказцев.